Представляю вам тандыр. Вот так я размечаю тандыр. Сделал такое лекало и по нему просто буду ставить кирпичи по кругу. Потом его вытаскиваю, подставляю кирпичи на следующий уровень. И так 3 вот таких кольца будет. Потом минеральная вата и ряд кирпичей. Для кладки видимой части тандыра, но также мангала, внутреннюю часть которого будет видно, у меня верхний пояс будет виден, поэтому используем для кладки Мертель 28. Он имеет такую вот структуру с маленькими камушками, клей, в общем, много состава. В состав в нее входит много всяких элементов, о которых я пока еще не знаю. В общем, что я делаю? В ведро налил воды, тут литра 2-3. Буду сыпать сюда мертель и размешивать миксером до состояния готовности. То есть мне нужен будет раствор не жидкий и не густой. После каждого использования миксер надо мыть. В следующий раз, когда надо будет замешать раствор, миксер у вас уже чистый. Тандыр надо обязательно стянуть проволоками или чем-нибудь похожим. Ну вот Денис нашел вот такую вот полосу. Она достаточно прочная, порвать ее очень сложно. Тем более просто простым костром разорвать ее вообще практически невозможно. Значит, чтобы стянуть, я использую проволоку вот такую вот. Значит, вязальная, я ее в несколько раз, вот в 4 слоя складываю, вот так скручиваю. Одна проволока очень плохо, она рвется. Вот я нашел тут потоньше, немножко помягче, она еще более-менее как-то, видите, как некрасиво. И вот такой вот стяжка я сделал. То есть дальше я буду вот так скручивать. Значит, подготавливаю полосу, вот так сгинаю, чтобы кольцо было попрочнее. Ну, 2 слоя. С этой стороны тоже 2 слоя. Вставляю проволоку и закручиваю. Закручивая, полоса находит друг на друга. Вот видите, да? Вот одна полоса нашла на другую. И стягивается очень прочно. Стягивает и плотно. Самое главное, что плотно прилегает. То есть вот это я специально туда не сдвигал. А полоса сама приняла такую форму. То есть натяжка капитальная. Здесь тоже вы видите, кольцо я обтянул, обруч такой сделал. Здесь я вот проволокой вот такой стянул. Ну, тоже очень ненадежно, конечно. Можно сломать, лопнуть может проволока. Вот такой самый надежный способ. На каждый ряд кирпичей я буду использовать 2 полосы. Здесь 2 полосы,
и сюда 2 полосы. Здесь у меня одна полоса, потому что не буду ж я дымоход, вернее зольник перекрывать полосой. И здесь тоже у меня дымоход, тоже я не буду его перекрывать полосой. Ну, этих стяжек будет больше, чем достаточно. Следующий этап: укладываю стекловату. В общем, по стяжкам я хотел пояснить. Можно, конечно, и не скручивать тандыр, но желательно скрутить его, стянуть, потому что тандыр, он имеет свойство расширяться, и расширение, как вы понимаете, идет из центра наружу. А кладка, она имеет прочность цилиндрическая именно снаружи в центр. То есть снаружи в центр он не разрушится, понятно, да? А вот изнутри наружу разрушение возможно. Поэтому надо стянуть, как бочки вот стягивают железными обод такой, ободами. Также и тандыр. Потом уже тяжело будет добраться до тандыра, чтобы его стянуть, когда уже облицовка будет сделана. Это и материально тяжело будет, и физически тоже, и времени уже нету. Ну, в общем, вот такой совет. Ну все, тандыр окольцован. Видите, везде обвязано. То есть теперь здесь очень жесткая конструкция получилась. Можно крышку бросать, там все что угодно делать, не развалится. И здесь тоже, как я и говорил, каждый ряд кирпичей будет 2 поясами, ну, такими полосами стянут. Везде вязальной проволокой. Она очень мягкая, поэтому тянется, не лопается. Ну и, конечно же, вот этот момент я тоже не мог оставить. Вот это вот убрал и поставил вот такую вот проволоку. Теперь можно минеральной ватой, базальтовой ватой и минеральной ватой. Ну, вернее, базальт тоже минерал. Тандыр надо обязательно утеплить. Вот, мы будем использовать для утепления 2 вида утеплителей. Это первый тонкий базальтовый лист. Такой вот мягкий, но он очень сильно держит тепло, сдерживает жар. И в то же время не горючим является, долговечным, качественный материал. Если есть у вас фольгированный, то можете, конечно, использовать фольгированный, будет еще лучше. Вот первый слой будет базальтовый лист, и второй слой, внешний контур, как бы, да, утеплителя, это вот техноникель. Плита очень жесткая, прям если на нее стать, то она даже не продавится. Такая прочная. Видите, даже следов не остается. Настолько плотный утеплитель. Но это, конечно, ему только плюс дает, то что он будет очень хорошо сдерживать жар. Таким образом, топка огнеупорного кирпича прогреется достаточно быстро. Тепло уходить дальше не будет. Это будет являться тепловым барьером. Первая часть утепления готова. Вот таким образом, способом я утеплил, стянул также стяжками. Значит, здесь у меня 2 контура, здесь хорошо видно. Следующий этап: вверх также утеплить. Здесь базальтовый лист положу, и потом буду укладывать вот так столбиками минеральную вату. Тоже утеплится. Здесь тоже одну стяжку я как стяну, и можно будет закладывать кирпичами. Вот такая вот технология. Ну вот теперь можно обкладывать его кирпичом.
Вот эта стяжка потом уберется, потому что зажмется все кирпичной кладкой. Здесь кладка точно не разрушится, будет забутовано все. Ну а с этой стороны я сделаю крепкий раствор 1 к 3, ну может даже 1 к 2, потому что кладка будет ненадежная, наруба стоять кирпич. Вот так будет кирпич стоять. Это делается специально, чтобы не делать слишком толстые стены на тандыре, ну чтобы было удобно обслуживать его, подходить. В то же время стенка будет холодная и тонкая, а внутри будет горячая. Это вот современные технологии нам позволяют собирать такие устройства. Так, дверцы я установил. По уровню все они стоят, значит, проволоки от дверцы я закладываю в кирпич, наружную кладку, так сказать. Здесь у меня уголок лежит. Вот. Я его положил на базальтовый лист и сверху еще базальтовый лист положил. Значит, здесь у меня арматура лежит, тоже базальтовый лист. Вся дверца обмотана базальтовым листом. Здесь проволока вверху. Видите, вот этот шов. Мне пришлось кирпич разделить, чтобы сюда поместилась проволока. И внизу проволока лежит. Вот здесь вот видно проволока. Также и внизу там проволока проложена. Ну а дальше сейчас я вот такими половинками проложу этот ряд. Дальше уже пойдет целый с перевязкой. Вот так будет каждый ряд перевязываться. Конечно, не такая прочная будет конструкция, если бы в пол кирпича. Ну, раствор сделает свое дело. И учитывать, что на нее не будет воздействовать никакие перегрузки механические, то выдержит эта стенка. Еще дополнительно облицовка, когда ляжет, она тоже сделает укрепляющий слой, крепкий раствор плюс декоративная отделка. Здесь у меня вышло на уровень сажи труски. Здесь я буду делать ямку такую небольшую. И когда выйду на высоту выхода дыма из тандыра, тоже сделаю такую площадку до самого входа в дымоход. И там будет ямка для сажи. Формирую боковые стенки дымохода и перекрываю, посмотрю там или арматурой наложу, или уголками. Тут уже не так принципиально. Горячий воздух будет пролетать, этот поворот, рукав так называемый. Здесь я сделаю эффект Куанда, подверну вот так выход, чтобы дым у меня не бился в лобовую стенку, а сразу подворачивался вверх. Ну, это называется эффект Куанда, ну или же закон Бернулли. Здесь тоже, видите, сделал такой срез, да, специально, чтобы дым сюда заворачивался. Вот еще ряд, и буду уже формировать дно рукава дымоход, так называемый рукав. Здесь продолжаю выкладывать облицовка, так называемая, тандыра. Видите, я продолжаю закладывать прутки. На этот ряд тоже положу. Ну так, для дополнительного армирования, будем так говорить. У меня есть они еще в запасе. Потом выйду на эту высоту третьим рядом и будем уже смотреть, как нам формировать конус, то есть какой будет формы тандыр. И сзади сформирую рукав полностью и выйду на дымоход. Заложится, будет супер тандыр. Смотрите, как он рельефно будет выступать из всего комплекса полукругом.
Еще здесь зонд будет устанавливаться. Вообще на себя акцент возьмет Мега Тандыр. Впереди установка будет термометр устанавливаться. Но у нас позиционируется на этой плоскости. Только определимся, где он будет стоять, чтобы не мешать. И в то же время удобно было наблюдать, какая температура в тандыре. Ну что ж, рукав я сформировал. Переход из тандыра в дымоход. Здесь, значит, сажа-труска такая получилась. Здесь небольшие наклонные плоскости для того, чтобы дым как бы вверх подворачивался. И сажа все будет накапливаться в саже-труске. Будет завихрение там создаваться, и сажа будет вся осыпаться туда. Но если здесь будет набиваться сажа, то можно будет через тандыр свободно достать и протолкнуть всю сажу в ямку в эту, а потом открыть прочистную дверцу и убрать сажу из сажи-труски. Следующий этап я перекрываю на уголки. Вот у меня такие уголки. Вот. Это у меня 40-ка. Уголок 4 сантиметра. Я сейчас нарежу и перекрою пластичкой, таким вот забутовочным кирпичом. Здесь оставлю проем для дымохода с таким подворотом кирпич, то есть срежу фаску у него и закруглю, чтобы дым подворачивался на выходе. Как только появляется вот этот срезанный угол закругленный, то дым сразу заворачивает наверх. Вот я подготовил кирпичи для выхода дыма из тандыра, вернее, из тандыра будет дым выходить в рукав и подворачиваться. Ну, как вы уже понимаете, да, дым будет проходить. И здесь, вот у меня кирпич вот так я спилил специально, эффект Куанда. Дым будет не прямо вот так вот лететь, а он в этом месте подвернется и вертикально вверх пойдет. Наверх я уложил двойной слой базальтового листа. Вот такой вот двойной слой. Я специально сделал, чтобы поверхность здесь не нагревалась, чтобы можно было ставить сюда что-нибудь, и также, чтобы дополнительного жара здесь не было, потому что рукав здесь будет хорошо прогреваться. Следующий этап строительства. Первый ряд я проложил до уровня перепада плоскости, то есть там, где у меня будет подворачиваться верхняя часть тандыра, и подготовил такие вот кирпичи. Спилил углы. Вот. Здесь чуть-чуть мне приходится срубывать сверху, чтобы как бы клин такой получился. И теперь вот этот ряд выкладываю на раствор. И последний заключительный ряд уже будет вот так половинки выкладываться. Здесь все раствором я замажу. Выйду на высоту вот этих половинок. И будет закольцован весь тандыр. И на этом тандыр будет готов. Моя работа, по крайней мере, будет готова. Потом я буду в течение 3-4 дней протапливать, чтобы вот этот раствор высох. Вот ему уже неделя, а он еще, видите, вообще не высыхает. То есть лучше все-таки мертель использовать. Мертель вот 2 дня прошло, он уже засох. Поэтому надо высушивать, топить небольшими порциями, замерять температуру, чтобы не перетопить. Если перетопите, вода в глине может закипеть, просто будет порвется, все швы порвутся. Поэтому потихоньку надо будет протапливать. Тандыр, как вы видите, просто гигантских размеров. Поэтому дров, конечно, надо будет сюда нормальное количество загружать. В общем, сейчас я выкладываю вот этот ряд. Он уже придаст форму
тандыру. Так, выкладываю крайний ряд. Здесь я устанавливаю еще базальтовый лист, ну, чтобы этот кирпич тоже минимум снять с него жар, который будет от тандыра идти. И прокладываю такими вот кусочками. Срубываю грань, чтобы сохранить наклонную плоскость. Такой пояс будет. Еще наружная отделка придаст толщину стенам. В общем, осталось буквально несколько сантиметров, и тандыр будет готов. И я буду приступать к духовке. Печи тоже готовы. Осталось мангал и 2 духовки. Растопка тандыра. Просушка так называемая.